Привет, друзья! Я рад вас видеть на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. И сегодня у нас с вами очень интереснейший разбор. Я начинаю новую рубрику «Нумерология известных личностей и знаменитых личностей». И у нас сегодня будет с вами на разборе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Но поскольку данных в интернете объективных нет, поскольку мы сами прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович Путин является президентом страны, и, соответственно, он и участвовал и работал в силовых структурах, а как мы знаем, эти организации очень закрытые. И также многие известные люди скрывают свою настоящую личность, дабы избежать какого-то всестороннего вмешательства, а поскольку они, к сожалению, обладают манией величия, и также у них, может быть, страдать какие-то, появляться маниакальные расстройства, то люди чаще меняют свои имена и фамилии. Поэтому эта информация будет касаться именно актуальной даты и актуального имени и фамилии. Но сразу хочу предупредить, что это не является догмой либо какой-то абсолюты, за что нужно верить. Это мои чисто вымыслы и мои фантазии. Поэтому они ничего общего с реальностью не имеют. Я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Итак, я уже сделал предварительные расчеты этого человека, и из них можно сказать, что люди, те, кто родился под, скажем так, знамением числа 7, чаще всего в качестве жизненного пути считаются искателями истины. То есть люди имеют ясное и неотступное восприятие себя как духовной сущности. И в результате этого целью становится постижение неизвестного и поиски ответов на всевозможные таинственные ответы. Вот число 7. Также у этого человека есть все возможное для выполнения этой цели. Ну и, соответственно, человек обладает прекрасным умом и склонен мыслить аналитически, способность к глубокой концентрации и теоретическому инсайду. Человек наслаждается процессом исследования и совмещения разносторонних фактов в единое целое. Также фактов, которые накоплено достаточно, то этот человек способен к практическому решению проблем, иногда за счет созидательного и интеллектуального прозрения. Человек, чье число жизненной судьбы 7, чаще всего бывает одинокий, и он стремится работать в одиночку. То есть ему нужно время, чтобы взрастить собственные идеи вдали от постороннего интеллектуального либо какого-то вмешательства. Человек, можно сказать, что одинокий волк и личность, живущая исключительно за счет своих собственных идей и методов. И как результат, такому человеку сложно заводить друзей и поддерживать близкие отношения с людьми, и особенно это касается родственников и брака. Человек этот нуждается в собственном пространстве и возможности уединяться, и если эти права игнорируются, то он становится очень раздражительным и расстроенным. Также можно сказать, что человек может работать в коллективе, и также он любит демонстрировать собственный ум и эрудицию. Мы прекрасно это наблюдали на его выступлениях на различных съездах, что он любит и пошутить, и блеснуть умом в области истории. Также у человека есть и явные ограничения. И хотя в обществе он не является преимуществом широкой и великодушной натурой, щедро делится с людьми своей энергетикой, своим вниманием, и также он может поменять резко свой стиль общения. Также интимные отношения для такого человека очень затруднительны, ведь он оберегает свой внутренний суверенитет, как львица своих детенышей. Умиротворение и свобода для этого человека – это возможность уединения в собственном мире. Человек очень много проводит времени в собственном закрытом пространстве
то есть в себе. Но опять же, если изолированность заходит слишком далеко, то человек становится циничным, подозрительным и даже порой деспотичным. Начинаются проявляться такие явления, как скрытость, эгоистические тенденции, и люди начинают испытывать неудобства в его присутствии. Ну и в ответ он может реагировать различными крайностями, то есть будет себя отдергивать и вместе с тем попытаться казаться каким-то независимым, либо отвергать любовь и держаться в стороне от близких и дружеских отношений. Также я думаю, что этому человеку необходимо очень внимательно следить за проявлением таких черт своего характера, как эгоизм и эгоцентричность. Не должен воспринимать себя как центр внимания и то, что все время крутится вокруг него. В глубине души этот человек может завидовать тем, кто более открытый, более поддерживает хорошие отношения в взаимоотношениях с другими людьми, и поэтому чрезмерная самоизоляция приводит к ограничению и даже потере ориентации в жизни. Поэтому человек очень часто себя осуждает за недостаток общительности и даже порой неспособность к лидерству. У человека есть хорошие способности к учению, то есть хорошие способности к обучению, и если не будет впадать в чувство изоляции и самоедства. Человек, чей жизненный путь семерка, может найти покой и удовлетворение, заниматься какими-то научными деятельностями, другими духовными какими-то практиками. Число дня рождения 7. Говорит нам о том, что человек действительно обладает высокоразвитым умом, и для него это инструмент скорее как изучение внешнего мира. И ум обладает ярко выраженной и философской, и духовной направленностью. Также эмоции для такого человека – это призрачная и зыбкая почва, которой он не доверяет. Эмоциональные люди этому человеку кажутся более непредсказуемые, слегка инфантильные. И человек обладает на самом деле прекрасной интуицией, и ему необходимо медитировать и практиковать различные инструменты духовных практик для того, чтобы лучше развить свою интуицию. Как я уже говорила ранее, человек предпочитает работать в одиночку и рассчитывает только на свои силы и предпочитает доводить все начатое до конца. Очень человек восприимчивый к различным окружающим мнениям извне, и также он может проводить очень много времени в одиночестве и может быть также настойчивым и упрямым. То есть следует остерегаться излишней приверженности к аналитическим рассуждениям, духовной холодности и цинизму. Также, в первую очередь, это может относиться к семейной жизни, и потому что однажды вступив в брак, он стремится казаться мягким и верным супругом. Необходимо поддерживать отношения с людьми более открытыми, более стабильными. Дальше мы поговорим с вами о числе рождения разума. Это у нас тоже 7. Это число нам показывает соотношение физического и ментального с конституцией, и также это показывает ориентации и цели в жизни человека. В данном примере у нас число 7, и оно нам говорит о том, что человек мог бы стать ученым, либо преподавателем, либо философом, и человеку следует научиться проводить грань между иллюзорным миром и реальностью. Человек обладает хорошим острым умом и помогает постигать тайны жизни. Необходимо время для того, чтобы стать самим собой. Слишком излишнее общение с людьми у человека вызывает стресс, и необходима спокойная и личная жизнь.
место, куда можно удалиться от суматохи жизни. Обычно этот человек держит мысли при себе. Вот. Это также у него слишком высокое критическое отношение к людям и даже цинизм. И чем дальше этот человек удаляется от других людей, тем более скрыт, и его поступки невозможно предсказать. Также человек очень педантичен и очень легко обучаемый, и порой даже человек может быть сдержанным и отчужденным. Вот. Если, например, темные силы, скажем так, доминируют над ним, то человек может быть нечестный и даже порой жестокий. Аналитический склад ума помогает человеку решать многие проблемы хирургическим в кавычках способом. Число желаний сердца означает то, что на самом деле желает человек. Число 7 желаний сердца нам говорит о том, что человеку нравятся интеллектуальные и физические загадки. Также человек любит придумать и собирать различные логические моменты, цепочки, различные загадки. Также люди могут считать этого человека очень холодным и равнодушным, поскольку он несколько погружен в себя и может чувствовать себя отчужденным и отличным от окружающих. Человек больше отшельник, и приветствуется жизнь монаха и одинокого человека, который посвящает всю жизнь себе. Также в отношениях человек старается понимать деловой подход. То есть он предпочитает конкретные факты, а не абстрактные всплески эмоций и личных переживаний. Человек не доверяет своим и чужим эмоциям. То есть он довольно холодный, и он не умеет полностью понять эмоциональный фон и аспекты жизни других людей. И это его, скажем так, ахиллесова пята. И поэтому человек настолько рационален, что непредсказуемость его сердца пугает и удивляет. То есть нужно учиться доверять и разделять свои сердечные переживания с кем-то. Также что можно посоветовать? Человеку можно посоветовать изменять отношения с другими людьми, иначе он может просто, например, жениться, либо выйти замуж лишь для удобства, либо для удовлетворения других чисто ожиданий, либо просто потому, что так требует власть, либо потому, что так требует общество, либо так надо. Поэтому это может даже не спасти его от одиночества, и чем сильнее он удаляется от людей, тем больше рискует попасть в изоляцию, и тогда может его постичь разочарование и циничное отношение к жизни. Вот. Также человек одарен большим запасом интуиции, которую можно развить регулярными медитациями. Человек довольно интеллигентен, и тонкость делает его обаятельным и легко узнаваемым. С возрастом человек свыкается с его образом жизни, и в основном люди начинают тянуться к нему за его, скажем так, мудростью. Число индивидуальности характеризует внутреннего цензора, который позволяет впускать, либо выпускать то, что действительно человеку нужно. И это число выступает как такого проверяющего, и оно определяет типы людей и информацию, которую разрешается поступать и принимать в головной мозг. В данном случае здесь у нас число индивидуальности 4, и оно говорит о том, что данный человек излучает надежность и постоянство. Люди ему доверяют и чувствуют себя в безопасности рядом с ним. То есть он опора, и он делает свою работу довольно эффективно и надежно. Обладает силой и ответственностью. Его больше беспокоит удобство, практичность, чем долговечность и цена. Человек любит контроль, корректировать работу других людей, а также
точности. Все эти качества происходят из того, что основной ценностью его жизни является именно работа. Человек на самом деле хотел бы, чтобы его оценивали по существу, по его поступкам, а не по тому внешнему виду, который он себя представляет. Человек предпочитает думать очень много о будущем, и однако он из-за этого может оказаться очень сдержанным. Человек знает цену денег и предпочитает приглушенные цвета и скромные украшения. Также человек одевается очень скромно, но с большим вкусом. Носит, предпочитает более лаконичные и консервативные цвета. И также человек, если он привязан к семье, то он проявляет постоянство, безопасность, и которые дают ему семья. Хороший добытчик и защитник. И однако члены его семьи могут считать его заслуги как само разумеющееся. Так, далее посмотрим число кармического долга. В данном случае у нас 8. Как мы видим, имени, фамилии и отчеству соответствуют различные числовые коды. И сделав определенные манипуляции, здесь у нас показано, что тех цифр, которых нету, это указывает на кармический урок у этого человека. Те цифры, которых меньше всего, указывают на определенные способности, которых нужно больше развивать. Здесь у нас отсутствует 8, и это говорит о том, что у человека существуют большие падения в финансовом вопросе, спады и падения, которые могут объясняться его легкомыслием. Человек крайне независим и не желает, чтобы ему диктовали, как ему поступать, как ему жить. И в основе этого всего лежит уверенность того, что он сам знает, как ему надо. Человеку необходимо научиться обращаться с деньгами, и в любом случае он может заработать достаточное количество денег, если будет правильно и грамотно применять свой ум. Человеку нужно научиться коммуницировать с людьми и правильно вести свою политику. И кармический урок этот заставляет его узнать ограничения и также пределы своих ресурсов. Дальше мы видим, что у человека очень мало 6 и 4. Это говорит о том, что у человека проблемы с общением и ответственностью за своим окружением. Человеку нелегко в браке и установлении других личных отношений. Следует научиться выражать свои истинные эмоции. Также человек может почувствовать себя покинутым и одиноким, но он сам не понимает причин. И чаще всего это происходит только потому, что человек, устанавливая какие-то связи, не приносит теплоты в этом. И поэтому человек не выражает свою какую-то истинную привязанность либо заботой. То есть связь становится более такой поверхностью. И нужно понимать, что друзья, либо близкие и другие продолжительные отношения, они просто очень необходимы для этого. 4 нам говорит о том, что человек чувствует беспорядочность своего жизненного пути, и нужно выбирать методичный и дисциплинированный подход. Необходимо устанавливать фундамент для своей жизни и семьи, иначе можно так и чувствовать себя потерянным и лишенным жизни и метаться из стороны в сторону. Также человек постоянно ищет ответы во внешнем мире, а не внутри себя. То есть необходимо уметь правильно находить баланс между иллюзорным и реальным. Также необходимо найти и усилить концентрацию на прилежании и взаимоотношения с другими людьми. А сейчас обратимся к квадрату Пифагора. То есть я нарисовал
определенные значения сюда ввел, и также мы можем рассказать, просмотреть, что у человека присутствует так называемый вектор целеустремленности, о нем чуть позже. У человека присутствует 1 единица, 1 двойка, нету троек, нету четверок и нету восьмерок, и нету шестерок. Есть 5, 7 и 9. Везде у него по 1 циферке. То есть это неплохой такой вариант, но и не сильный. То есть можно сказать, что внутри личность довольно такая шаткая. Она как лодка в океане, которая вот-вот ждет шторм. 1 единица нам говорит о том, что человек испытывает трудности с вербальным самовыражением. То есть человек может быть очень хорошим оратором, но когда дело касается его самого, то он может отношение к себе приобретать в больше негативный фон. То есть он может потеряться, он может замкнуться в себе, и человеку необходимо правильно и умеючи выражать себя как индивидуума. Также такие люди могут говорить нечто противоположное тому, что они имеют в виду, чтобы как-то задеть либо оскорбить собеседника. Я думаю, много раз видели, когда человек нарочно коверкает имя и фамилию гостей, которых он пригласил. Думаю, все знают эти ситуации. Также человек может научиться думать прежде, чем говорить, и только после этого он может стать гармоничной личностью. Также, например, такие дети крайне эмоциональные, они крайне энергичные и часто очень требуют повышенного внимания к себе. 1 двойка, вот она, говорит нам о том, что это может указывать на базовую интуицию, которой в данном случае недостаточно для жития, для воплощения себя как личности в этом быстро меняющемся ритме жизни. И особенно для мужчин. То есть единственная двойка создает ценный фундамент для развития сбалансированной чувствительности, но для идеального баланса все-таки нужна 2 двойка. И поэтому без равновесия эта чувствительная натура становится легко уязвима, что может приводить к необдуманным реакциям и абсолютно негативным последствиям. И это касается больше все-таки мужчин. Также лучшим советчиком можно сказать, что если у человека большее количество в горизонтали разума, то эта двойка может себя компенсировать. Отсутствие тройки. Просто человек очень поддается своей лени, и он может впадать в ментальную апатию. И, как правило, это говорит о том, что нужно прилагать больше усилий для интеллектуального развития. Особенно если, например, отсутствуют другие числа в горизонтали ума. Так, отсутствуют также четверки. И отсутствие четверок нам может говорить о том, что о некотором недостатке терпения, и для этого человека является эта проблема в значительной мере и зависит от других фактов, например, его нумерологическое число. И также человеку очень трудно будет находиться рядом с теми, кому понимание дается с большим трудом, чем ему. Также человек плохо контролирует свои эмоции, он может быть раздражителен, и также он плохо прислушивается к нуждам других людей. 5 у нас здесь 1, и 5 у нас располагается в самом центре таблицы и чаще всего требует большого внимания, поскольку оно оказывает большое внимание на эмоциональную энергию человека в целом. И единственное число таблицы рождения, которое непосредственно соприкасается со всеми остальными числами.
Оно также может быть и эквивалентом сердечной чакры и символизирует любовь и свободу самовыражения, как художественного, так и эмоционального. Также это единственное число, которое непосредственно соприкасается со всеми числами. То есть это символичный, скажем так, заряд любви и усилит проявление всех характеристик в данной таблице. Имеет наилучшие шансы стать гармоничной личностью, и также, в частности, благодаря единственной пятерке человек обладает чувствительностью, которая служит ему надежным, интуитивным помощником и путеводителем, помогая удержать эмоции порой под контроль. То есть эти люди предпочитают жить своим умом и не поддаваться каким-то манипуляциям извне. Также эта пятерка укрепляет силу воли и развивает способность к сопереживанию. Она также дает человеку много любви, энергии и усиливает все формы самовыражения. Единственная пятерка помогает этому человеку больше узнать и понять свои собственные эмоции и, соответственно, попытаться научиться прислушиваться к чувствам других людей. Шестерка. Шестерки здесь нету и говорит о том, что человеку необходимо сознательно развивать свои творческие способности, опираясь на силы, имеющиеся у него, и придется прикладывать больше усилий, чтобы как-то пробудить свою творческую натуру. Дальше. Одна семерка нам говорит о том, что человек довольно удачливый, и в судьбе его есть немало жизненных уроков, которые нужны для раскрытия личности, и также может служить о том, что у человека может быть много потерь в области здоровья, в области финансов, либо имущества. То есть это так называемый такой некий кармический урок, который будет проходить с человеком регулярно. До тех пор, пока он себя перестанет идентифицировать как материальное имущество. Поэтому нужно четко понимать между желаемым и одержимым. И у человека могут быть проблемы со здоровьем в области нервной системы, в области желудка, а также сердечной деятельности. Восьмерка. Здесь у человека отсутствуют восьмерки, и это говорит о том, что необходимо прилагать большие усилия, чтобы стать более мудрее и более независимой. То есть она представлена как двойная четверка, два квадрата, расположенные друг над другом. То есть восьмерка – это очень активное число, и на духовном уровне это число мудрости, а на физическом это число активной независимости. В данном случае, к сожалению, восьмерка отсутствует. Одна девятка. Одна девятка говорит о том, что оно довольно могущественное число, и древние римляне считали его числом войны, числом символа планеты Марс, и также его характеризуют как число процветания. И все зависит от того, как это число использовать, в каком ключе, будь то негативный, будь то позитивным. В данном случае мы видим, что человек использует девятку в негативном, поэтому у нас и происходят такие неприятные моменты, которые сейчас мы наблюдаем. Также на физическом уровне девятка проявляет себя в амбициях, и именно это та сила, которая ответственна за многочисленные столкновения и различные войны и хаос. Также мы здесь наблюдаем изолированные числа 7 и 9. Семерка, как я говорила раньше, человек будет носить очень большие материальные, физические потери, и пока он не усвоит урок, они будут повторяться регулярно и с каждым приходом все сильнее и сильнее. И изолированная девятка говорит о том, что человек, как правило, нереализованных амбиций, то есть указывает на непрактичность идеалистических стремлений индивидуума. То есть также по аналогии нужно развивать эти числа
и развивать свою большую духовность. Также поехали про вектора индивидуальности. Говоря о этом векторе, можно сказать, что это самый один из трудных уроков в данном числе числовой комбинации. То есть, что это значит? Что такие люди, которые обладают вектором целеустремленности, чаще всего рвутся воплощать свои планы в жизнь, не теряя ни минуты. То есть они идут просто напролом. И также они, если найдут золотую середину, то они могут обрести мудрость и способность к сопереживанию. Чаще всего такие люди воспринимают досадные помехи либо препятствия как то, что можно преодолеть любой ценой. И поэтому чаще всего на пути таких людей встречается очень большое количество жертв. Стрела – это, то есть вектор даже направлен, как правило, вверх. Именно вверх к своему идеализму и амбициозности девятки, что непосредственно указывает нам на то, что каждый из 3 чисел, которые представлены единожды, усиливает это. Поэтому, например, дети, которые рождены с вектором целеустремленности, уже с рождения имеют свое собственное мнение, и они уже знают конкретно, что они хотят и как они этого будут добиваться. И чаще всего они довольно умные, и они будут довольно взрослыми личностями, которые хорошо сформированы, с четкими представлением о жизни. Но если это пойдет по негативному сценарию, то человек станет ужасно упрямым и даже может проявляться какая-то деспотичность и какое-то невежество по отношению к другим людям. Вот, поэтому, если вам это видео понравилось, и если бы вы хотели разобрать какую-то другую личность, то пишите в комментарии, я с удовольствием разберу для вас. Хорошего вечера и до новых встреч!